Лукашенко расписался в том, что он готов окончательно уничтожить экономику Беларуси. Обратный отсчет до дефолта и коллапса экономики пошел. Что случилось? 14 марта Лукашенко издал указ номер 93 о дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики. В двух словах, он позволил так называемому правительству рассчитываться по внешним долгам в белорусских рублях. По сути, Лукашенко отзеркалил аналогичное решение Путина. Что это значит? Если совсем просто, то он объявил о неизбежности попадания Беларуси в ситуацию технического, а потом уже и фактического дефолта. То есть констатации факта, что Беларусь не может платить по долгам. То есть мы не в состоянии заплатить по тем долгам, которые взяли на себя. Цепочка будущих последствий этого указа выглядит так. Первая же выплата по внешнему госдолгу в белорусских рублях, что хочет сделать Лукашенко, это грубое нарушение долговых обязательств, что сразу ставит страну в ситуацию технического дефолта. И вот с этого момента у так называемого правительства Лукашенко будет 30 дней на исполнение долговых обязательств в валюте. Если через 30 дней долговые обязательства не будут исполнены, наступит уже фактический дефолт, а вместе с ним право всех кредиторов требовать у Лукашенко вернуть им все долги сразу. Если не считать внутренний долг, а только внешний, то это почти 18 миллиардов долларов, 4 из которых необходимо будет погасить только в 2022 году. Общий же госдолг Беларуси почти 60 миллиардов рублей в эквиваленте. Именно в эквиваленте, ведь подавляющая часть госдолга номинирована в иностранных валютах. Внешний долг на 90%, а внутренний на 85% в валюте, а не в рублях. В числе кредиторов Беларуси иностранные правительства, банки, фонды и граждане. Плюс граждане нашей с вами страны, мы с вами. Белорусские банки и компании, также кредиторы. То есть все, кто давал Лукашенко кредиты или взаймы, или покупал государственные облигации. Таким образом, если требование кредиторов вернуть долги не будет исполнено, начнется процесс ареста имущества Беларуси за рубежом на сумму этих долгов. Плюс наступит окончательная потеря возможности привлечения внешних займов. Причем выкрутиться из этой ситуации не помогут даже золотовалютные резервы, которых даже по официальным данным у Беларуси всего 8,3 миллиарда долларов, а по факту в районе 6. Из них живых денег, по тем же официальным данным Нацбанка, всего около 3,5 миллиардов. Все остальное – это золото и специальные права заимствования, полученные от МВФ в прошлом году, которые нельзя использовать быстро и которые благодаря нашей кампании по блокированию режима Лукашенко доступа к средствам МВФ уже невозможно обменять ни на доллары, ни на евро. Чем обусловлена бравада Лукашенко в этой ситуации? Сложно сказать. Вероятно, он надеется, что по долгам за него заплатит Россия. Этого нельзя исключать, учитывая, что Беларусь сегодня фактически находится под российской оккупацией, о чем мы заявили вчера. А правительство Лукашенко полностью зависимо и подконтрольно Кремлю, то есть является марионеточным. Однако, даже несмотря на все обещания и договоренности с Лукашенко, страна-оккупант может как не захотеть, так и просто не иметь возможности погасить его долги, особенно в условиях введенных против нее мощнейших санкций за войну с Украиной. Она сама со скрипом нашла 117 миллионов для выплаты собственного долга на этой неделе. Для Беларуси же, тотально закредитованной и полностью зависимой от привлечения внешнего финансирования, это будет означать стремительный и полный крах экономики. И пострадают от него не только кредиторы, но в первую очередь обычные люди. Масштабный кризис, инфляция и девальвация рубля, перевод валютных вкладов в рублевые, а затем и полное замораживание всех счетов и вкладов населения или резкий и неконтролируемый рост цен, сокращение бюджетных поступлений, отказ от соцподдержки. А согласие на все это дал Лукашенко, приняв свой очередной одиозный указ 14 марта. И еще раньше,
поставив Беларусь в тотальную зависимость от внешних займов и от России. Вопрос к нам, белорусам, сейчас только один. Мы все еще готовы платить за оккупацию, за марионеточное правительство Лукашенко и войну против Украины, в которой участвует это марионеточное правительство? Со своей стороны мы уже делаем все, чтобы лишить режим любых доступных ему ресурсов, в том числе в рамках кампании «Ни цента на войну» и инициированной нами кампании признания оккупации Беларуси Россией. Но чем быстрее и решительнее будет действовать сегодня сами белорусы, тем быстрее закончится оккупация, беззаконие и нищета, в которой вверг нашу страну марионеточный режим Лукашенко.